Всем привет! Как и всегда, вы на канале Realistic PES. Хэллоуинская кампания подошла к своему логичному завершению. На календаре у нас уже ноябрь, мы все ближе к декабрьскому глобальному обновлению, а тем временем в eFootball стартуют новые кампании и появляется новый контент, который сегодня и предлагаю обсудить поподробнее. Новый главный тренер за 500 золотых монеточек, бесплатно карточка обладателя золотого мяча и многое другое, что мы обсудим прямо сейчас. Поэтому давайте без лишних предисловий, не забывайте про привычную активность под этим роликом и подписывайтесь на канал, если находитесь здесь впервые. Если вы хотите быть в курсе всех актуальных новостей по eFootball одними из первых, неважно мобильной версии или же глобальной, то у меня есть для вас отдельное предложение. Телеграм-канал про eFootball. Актуальный и, что самое главное, эксклюзивный контент по eFootball. Новости по предстоящим карточкам, кампаниям в игре, всевозможным акциям и прочему контенту, который время от времени появляется в нашей игре. Также у канала нередко проходят всякого рода конкурсы, а также у них имеется отдельный чат, в котором можно обсудить последние новости по eFootball. Все это и не только ожидает вас в телеграм-канале про eFootball. Ссылка в описании и в закрепленном комментарии. Поскольку игра у нас перестала делиться на как таковые сезоны, то в принципе и Konami в лишний раз не заморачиваются насчет разного рода кампаний. И после Хэллоуина внезапно в игре стартовала кампания, которая посвящена сборной Испании. С того ни с сего. Казалось бы, чемпионат Европы уже был несколько месяцев назад, но судя по всему Konami все еще помнят про него. К тому же лишняя возможность раздать карточку Родри, который стал на днях буквально-таки обладателем золотого мяча. Он появился в отдельном донатном паке, но для тех, кто не донатит, кто играет по принципу free-to-play, в принципе, также есть возможность обзавестись его карточкой. Конечно, не 101, не 102 пункта, а просто 100 пунктов рейтинга, но для тех же новичков, в принципе, пойдет. И для всех тех, у кого нет карточки Родри, в принципе, неплохой вариант в опорную зону вашего состава. Помимо него, Konami также раздают и других игроков сборной Испании, но учитывая, что это бесплатные карточки, рейтинги у них не самые привлекательные, но опять же, возможно, тем же самым новичкам будет не лишним. Ну а для всех тех, у кого достаточно карточек на всевозможных позициях, это лишние поинты прокачки, поинты для бустов и так далее. Несмотря на приближающуюся Черную Пятницу во всевозможных магазинах, неважно, будь то в торговых центрах или же в интернет-магазинах, в игре по аналогии с прошлым сезоном Черная Пятница, к сожалению, не стартовала. Но все-таки есть одна новая акция, которая касается пропуска на матч. В этот раз пропуск на матч содержит намного больше монеточек, нежели обычно. И по сути, приобретая будь то премиальный или же ценный пропуск на матч, вы его окупаете. Потому что в ценном пропуске за 500 золотых монеточек вы в целом получаете эти 500 золотых монет, в то время как в ценном вы получаете 1000 золотых монет. И ценный матчпасс как раз таки столько и стоит. Опять же, приобретая тот или иной матчпасс, вы его по сути окупаете. Более того, карточки в этот раз в принципе неплохие. И если Адаматор УР представляет не так много интереса, то вот Чуамини это совсем другое дело, потому что, если честно, я не могу вспомнить по памяти, когда было такое, что у карточки из матчпасса был рейтинг за 100 пунктов, а у нового Чуамини он как раз таки за 100 пунктов переваливает, а именно 101 пункт. Но если вы прокачаете его как ЦЗшника, а эта позиция у него доступна, причем полностью, то номинальный рейтинг у него будет и вовсе 103 пункта, поэтому присмотритесь, возможно, для кого-то это будет не лишнее усиление. В целом же новые карточки из матчпасса посвящены новому номинальному паку, который также появился после обновления кампании под названием Earth Mover. Движение планеты, двигатели Земли, я не знаю, как обозначить эту игру слов. Ну, в общем, вы поняли. На самом деле непримечательный пак. Хотя, казалось бы, игроки представлены плюс-минус добротные, но рейтинги как будто бы с каждым новым подобным паком все меньше и меньше. И как правильно подмечают некоторые пользователи, разрыв между донатными и недонатными карточками в плане скиллов, в плане общих рейтингов растет все заметнее с каждым новым подобным набором, будь то номинальным, бесплатным и донатным. Также с того ни с сего в игре появился новый главный тренер за 500 золотых монеточек, это Патрик Вейера, у которого доступны аж целых 2 стиля игры, но почему-то отсутствует второй буст, по аналогии с тем же Артетой. Касаемо же стилей, у него доступен длинный пас и по всему полю. Хороших тренеров с подобным стилем немного, поэтому если вам хотелось бы попробовать
попробовать что-то новое, помимо владения мячом или быстрой контратаки, то в принципе попробовать можно, почему бы и нет. Благо оценивается веера не так уж и много. Опять же повторюсь, это всего лишь 500 золотых монет. Также из примечательного можно отметить, что теперь в круге почета за исполнение пенальти мы проходим намного больше клеточек, нежели обычно. И если я все правильно помню, если вы успешно исполняете пенальти, то вы проходите 9 клеток, в то время как при незабитом пенальти вы проходите всего лишь 6 клеток, как это было раньше как раз таки при забитом пенальти. Также, что интересно, сменился игрок, который исполняет 11-метровый удар. Вместо Кастола, который ранее исполнял пенальти, теперь здесь присутствует Хаселу. Не знаю, на постоянной ли основе или только в рамках испанской кампании, потому что, ну, вроде бы это как-то вяжется по смыслу. В общем, поживем увидим. Ну и также закинем удочку на следующую неделю, а в частности упомяну про будущий эпический пак, потому что по аналогии с прошлой неделей, на следующую неделю Konami также готовит один из интереснейших паков, потому что это тот самый пак, ну помимо тройки MSN, который игроки так долго ждали, а именно это голландская тройка: Ван Бастен, Гулlit и Райкард. По сути, это повторение одного из предыдущих паков, который был, по-моему, еще в eFootball 2023, когда Марк Ван Бастен получил бигтаймовскую карточку. Ну а вы же в комментариях пишите, будете ли вы открывать данный пак, или же все-таки сохраните свои монеточки на тройку Месси, Суарес и Неймар. Ну и вот такой вот выдался у нас четверг. В комментариях буду ждать ваше мнение касаемо всего услышанного. Также делитесь своим уловом, открывали ли вы команду недели, несмотря на то, что она в очередной раз получилась не такой привлекательной, как могла бы быть. Также, как я упоминал ранее, пишите касаемо будущего эпического пака на понедельник, будете ли вы крутить голландцев. Ну и в общем, обо всем остальном также пишите. Не забывайте подписываться на этот канал, если вы находитесь здесь впервые. Ну и прожимайте лайк под этим роликом, чтобы помочь ему с продвижением. У меня же на сегодня все. Я всех благодарю за просмотр и желаю вам всем удачи. Всем пока!